Как часто в своей жизни мы путешествуем по Казахстану? Почему мы не можем стать туристами в нашей стране? Или мы просто не знаем, куда отправиться в путешествие? Меня зовут Ануар Нурпеисов, и специально для вас я объехал самые красивые места нашей страны, чтобы вы воскликнули «Вау, Казахстан!». Да, я вернулся. И после жизни в Шри-Ланке заново разглядел Казахстан, страну, в которой родился и вырос. Разглядел и понял, что в Казахстане очень просто искать что-то новое. Но где бы я ни был, остановку на Байсиите я всегда держу в своем сердце. Здесь можно приобрести свежие овощи, фрукты, арбузы, дыни. И дело не только в арбузах. Например, забыть легендарный байсиитский шашлык еще не удавалось никому в этой жизни. Многие используют эту остановку для покупок свежих овощей, фруктов и ягод в дорогу. И если вы забыли купить продукты в путешествие, Байсиитский базар с раннего утра и до позднего вечера на страже вашего отдыха. А это уникальный байсиитский стиль переброски арбузов. Никто пока не смог разгадать эту тайну бережной переброски. Она известна лишь местным. Фишка поселка Байсиит в том, что если вы приглядитесь, то почти у каждого дома калитка либо ворота открыты настежь. У местных жителей существует поверье: если ворота или калитка их дома будет открыта, то в дом прибудет счастье. Пока все сходится. Я прибыл. Мы вошли в первый ближайший дом, где в этот момент шла чайная церемония. Уйгурский народный чай – эткан-чай. Черный чай с молоком, но вместо сахара – соль. То есть вот чуть-чуть добавляйте соли, да? Это чтобы жизнь сладкой не казалась, да? Было прикольно вместо сладкого чая попробовать соленый. Что-то в этом есть. Эткан-чай. Позволь себе это удовольствие. Ал Нурланға рахмет үлкен. Сау болыңыздар. Все, жақсы. Жол болсын. Сәттілік сізге. Келіңіздер, пожалуйста. Все, приедем обязательно. Вот так приезжаешь в любой дом в Байсиите, и тебе накроют стол, угостят чаем. В общем, тест на гостеприимство Байсиит прошел. Едем дальше. Пришло время пообедать. По пути большой населенный пункт. Так, время обеда, и мы как раз приехали в поселок Кеген. Обычно, когда я путешествую по миру, я использую приложение TripAdvisor. Мы в Кегене, нужно осознавать, и с этим здесь проблемы. Поэтому воспользуемся опцией местный адвайзер. Ассалаумалейкум. Мына жерде бір общепит бар ма, тамақ ішетін, күшті дайындайтын? Бар. Аха. Қай жерде? Хан Тәңірі деген жақсы. Хан Тәңірі. Аха. Ең жақсы сол. Все, жақсы. Рахмет аға. Сәттілік. Аха. Сау болсын. Аха. Одного мнения недостаточно. Соберите как минимум еще 2 рекомендации. Осы жерде тамақ ішетін бір жақсы орын бар ма? Хан Тәңірі бар. Хан Тәңірі, да? Ну все, однозначно Хан Тәңірі. Такое ощущение, что там это мишленовская звезда. Интересно, кто дизайнер этого здания и кто так тщательно подбирал цвета? Пока я думал об этом, опасность подкралась неожиданно. Здесь тоже по Ашику, да? Так, интеграция. Я зеленый. Так, меню. Гуйру лагман 790, суйру лагман 790, цумян 890, диндин цумян 890. Блин, обожаю эти менюшки в аулах. После алматинских цен это будто попал в прошлое. Рахмет. Не звезда Мишлена, но рекомендую. А теперь любимая часть всех моих путешествий. Выезд с основной трассы на проселочную дорогу. Друзья, мы только приехали в долину Текес, и я уже поймал первый вау. Ну вы посмотрите на эту красоту, а? Долина реки Текес. Это было открытием.
Я в своей жизни еще не видел такого идеально ровного поля, какие цвета. И это наша с вами страна, Казахстан. Но, к сожалению, я нашел еще одно доказательство, что мы находимся в Казахстане. Вот этот мусор. Я заметил, что чаще всего в горах появляются вот банки от энергетиков. Такое ощущение, что люди, которые пьют энергетики, им не хватает энергии этот мусор забрать с собой. Ладно, заберу за них. Друзья, если вы отправляетесь на водопад Текес, то обязательно берите с собой теплые вещи, потому что мы подъехали к подножью, к началу тропы, и здесь высота уже 2500 метров. И даже не думайте, если в городе жара, я здесь тут в шортиках прогуляюсь. Нет, 2500 метров – это всегда прохладно. Наш путь лежит через захватывающую долину и переездов рек. Отрезок после шлагбаума может проехать только хорошо подготовленная машина. У нас была возможность доехать до водопада, но все же лучше до него дойти пешочком. Даже 500 метров предвкушение того стоит. Возьмите себе за правило, последние 500 метров до водопада идите пешком, ведь такую красоту нужно смаковать не спеша. По дороге мы встретили представителей местного туристического клана. Ассалаумалейкум, жігіттер. Не істеватсыңдар осы жақта? Мал бағасыңдар ма? Атты бересіңдер ма жалға? Туристер келсе? Да? Короче, если что, туристер келсе, 3000 бір ат бересіңдер, да? Все, отлично. 3000. Нормально, вообще цена прям от души. Сегодня они пасут овец, а завтра они возглавляют местную туристическую какую-нибудь компанию. Вот поверьте мне, скоро так и будет. Спуск к водопаду я не сразу нашел, а это говорит о том, что место еще не сильно попсовое. Да что уж говорить, я сам первый раз о нем услышал год назад, в 2020-м. Мир открывает для тебя очередную грань своей красоты. Что может быть прекрасней? Только то, что ты отчетливо понимаешь, волшебство рядом с тобой. Не испорти его. Мой внутренний исследователь был очень рад открытию новой локации в моем списке Must See. Второй и жирный вау – водопад Текес. Он не супер масштабный, не огромный, но он такой стильный. Чаша просто потрясающая. К сожалению, камера не передает того вида, но глаза просто радуются. Бальзам для глаз. Водопад Текес настолько пленительное место, что не хочется отсюда уезжать. Но скоро уже темнеет, а нам нужно переночевать в Этнауле, где нас уже ждут. Ниже водопада расположился симпатичный этноаул. Заедем к ним и узнаем, что и как у них. Мы решили здесь переночевать. Условия позволяют провести следующую ночь в тепле и комфорте. К тому же мы были первыми гостями в этот день, а в этом есть свои преимущества. Ребята, раньше всех приезжайте в лагеря, заселяйтесь, потому что всегда можно урвать одеяло хорошее, хорошее место, хорошим видом. Ты смотри, прям глэмпинг. Минималистичное убранство юрт – очень интересное решение. Кровати сделаны из палет и покрыты нашими родными бустежками. Мы поговорили о развитии этого туризма с автором этого проекта и путешественником Дауреном Раптаевым.
Я влюбился в это место, когда приехал, и сразу закралась мысль, что нужно сделать что-то в таком нашем этно-стиле. Тут у меня задумка такая была, что я здесь хотел именно этот вид продать. В планах здесь у нас поставить электровелосипеды, чтобы люди могли ездить на водопад, конные прогулки. В основном, конечно, я хочу сделать упор на том, что сюда приезжали бы родители с детьми, и для них организовывать такие образовательные программы, чтобы показать, как ориентироваться на местность. Ну, больше такое скаутское движение. Также Даурен поведал нам о подводных камнях, с которыми можно столкнуться, развивая внутренний туризм. Вот я сейчас, когда приехал, я хотел привлечь местное население. То есть я говорил: ребята, приходите ко мне работать, я буду платить деньги. Там. Проблема в том, что местные не хотят работать. Для этого мне приходится аж с города на вахтовым методом привозить людей, которые готовы работать, еще пока они не созрели. У нас есть что продавать, у нас есть красивая природа, но у нас нет сервиса. С этим невозможно не согласиться, но и Москва не сразу строилась. Со временем все у нас будет. А пока уже вечерело и началась подготовка к ужину. Что может быть лучше вкусной еды? Только еда, приготовленная на костре. Хочу сразу предупредить, еду в нашем проекте мы будем снимать много, часто, вкусно. Поэтому не рекомендуется смотреть наше тревел-шоу на голодный желудок. Нас ждет сегодня залетающий плавешник. Тархан, скажи мне, главный секрет успешного вкусного плова? Ну, это, конечно же, душа. Поняли, да? Готовим только от души. Какая красота. Настоящий трудовой качественный день должен заканчиваться именно так. Ой, я люблю тебя, жизнь. Рахмет, Рахмет, от души. Всю ночь и утро шел дождь, поэтому мы позволили себе поспать от души. Утро обязательно будет добрым, если вы проснетесь в отапливаемой казахской юрте. Но если вы живете в этноауле, то значит где-то рядом есть лошади. А это возможность с утра провести очистительные процедуры вашего желудка. Лошадь занимает отдельное место в казахской культуре. Конь для казаха – это больше, чем транспорт. В первую очередь, это надежный друг. А друг познается в беде. И каждую зиму сотни тысяч коней идут на помощь казахам в приготовлении вкуснейшего бишбармака из конины. Қожайын бар ма? Старший кім? Старший. О, ассалаумалейкум. Саумал. Что вы слышали об этом напитке? Особую популярность парное кобылье молоко получило во время пандемии. Многие узнали о его целебных свойствах. Саумалдың пайдасы қандай сонда? Саумалдың пайдасы әрқандай ауруларға, көп ауруларға емдік шипасы өте көп. Сейчас Арнау будет доить. Саумал – парное кобылье молоко. Желательно выпить в течение первых 15-20 минут. Иначе оно начнет киснуть и терять свои лечебные свойства. А они безграничны. Саумал повышает иммунитет, улучшает сон, работу желудка, печени, помогает бороться с аллергией и кожными заболеваниями. Ну что, друзья, термоядерный, молочный, натуральный продукт. Вот все, кто пил кумыс, будут удивлены от вкуса саумала. Он абсолютно другой, сладкий, вкусный и очень эффективный. Я говорю, для эффекта
Нужно как минимум 1 литр залпом. О, все, отлично. Через полчаса, 20 минут должна наступить реакция. Я уже, кстати, уже чувствую, что это происходит. Но теперь самое важное, чтобы рядом в радиусе 50 метров был ближайший туалет. Забегая вперед, скажу, что организм справился с ударной дозой Саумала, и внештатной ситуации во время дальнейшего пути не произошло. Короче, пронесло. Или не пронесло. По дороге мы решили заехать в поселок Кумерше, поискать там вау-место. В принципе, понятно, куда ехать, но все же у местных узнаем. Может быть, есть что они нам порекомендуют увидеть. Ассалаумалейкум. Сәлем, сәлем, сәлем. Осы жерде бір керемет, әдемі бір вау айтатын сөз жер бар ма? Бар ғой. Да? Арасан деген жер бар. Арасан? Арасан. Қамшылайды су. Соған қарасам вау деймін ба? Конечно. Турист вау деймін? Швейцариядан келіп вау деп кетті. Барлық жақтан келеді. Об этом месте я даже не слышал никогда, но от этого оно становится лишь привлекательнее. А по дороге мы пообщались с нашим спонтанным гидом. Ауылда біреу туризммен айналысып жатыр? Жоқ, бұл жерде туризммен айналысып жатқан ешкім жоқ енді. Дикий туризм ба сонда? Жабайы? Жабайы. Келеді, демалады, кетеді. ютубқа сақ қойған ғой, ушелі көмірші деп ашса жаңағы интернетте. Сода қалай жүрген, қай жерге дейін барғандарының бәрін сақ қойған соны көріп көп адамдар келіп демалады. В 10 километрах от аула начинается вход в ущелье Кумерше. И самая интересная достопримечательность находится в начале ущелья. Переходите реку, проходите небольшую пещеру и примерно 500 метров вверх по горе. И вас там ждет очередное чудо природы – источник Арасан, или иначе «Стена плача». Вода пробивается из самой скалы и создает естественный охлаждающий фонтан. Местные утверждают, что эта вода имеет целебные свойства, а водоросли, растущие на камнях, могут вылечить кожные заболевания. Ну это однозначно вау. Вот посмотрите, откуда берется здесь вода. Это так красиво смотрится вживую. Наверху есть источник, откуда можно брать воду, и она целебная. Пойдемте, затестим. За ваше здоровье, друзья! Чтобы слезы ваши были только по счастливым поводам. Вау! Друзья, не хотелось на фоне всей этой красоты показывать вам продукты нашей жизнедеятельности. Но вот как можно приехать на природу и оставить с собой привезенный мусор? А это все не кто-то там, это все мы. Это мы кого-то не воспитали, это мы кому-то не сказали. Это мы просто оставили этот мусор и не забрали с собой. Чтобы жить в цивилизованной стране, сначала нужно воспитать в себе цивилизованного гражданина. И только потом, возможно, у нас что-то получится. В такие моменты задумываешься, а стоит ли нам вообще развивать туризм, пока наши люди не научатся любить природу как себя. Сердце крови обливается, когда видишь такую картину. Но я очень надеюсь, что однажды мы все-таки научимся убирать свой мусор. Ведь в этом нет ничего сложного. Просто увез с собой. И все. Любая казахская семья примет вас дома, накормит. Просто так вы не уедете. Вау. Не, ну, вот вы же не поверите, да, что это все импровизация. Почти в любом доме вас встретят с распростертыми объятиями, на стол выложат все, что они хранили для гостей. В казахской культуре есть даже специальный шкафчик, это только для гостей. Свои дома никогда не кушают это, оставляют только для гостей, чтобы вот настал этот день Икс, и вот он настал. Встреча гостей для казахов – это всегда праздник.
Иногда складывается ощущение, что казахи приходят в этот мир, чтобы только отдыхать, праздновать и откармливать гостей. Ал жақсы. Жақсы. Рахмет аға. Жақсы. Көп рахмет. Келіп тұрасыз. Жақсы, сау болыңдар. Сау бол. Так мило просто. Хочется прям остаться, но надо ехать в город. Наша последняя локация – это озеро Тусколь, с которой открывается панорамный вид на гору Хантенгри. Сейчас, к сожалению, отсюда даже видно, что облака затянули высочайшую гору Казахстана. Очень надеюсь, что мы сегодня все-таки увидим пик Хантенгри. Озеро Тусколь находится в списке моих желаний уже несколько лет. Ну вот мы и встретились. Тусколь – это любовь с первого взгляда. Это озеро создано, чтобы им любоваться. Ведь в нем невозможно искупаться. Оно очень илистое и неглубокое. Но это ничуть не умаляет красоту озера и ландшафта вокруг. Просто сказка. Ну вот мы и прибыли на финальную точку нашего маршрута – озеро Тусколь. Именно отсюда открывается шикарнейший панорамный вид на пик Хантенгри. К сожалению, Хантенгри еще в облаках, но даже без этого это стоило того, чтобы приехать и сказать «Вау!». Потому что озеро Тусколь создает оптический эффект зеркала, и это такой сюрреализм. Ну а пока мы ждем открытия пика Хантенгри, здесь есть местная развлекуха, природный батут. Я не думал, что меня, человека, искушенного в путешествиях, можно чем-то сильно удивить. Но здесь я впал в детство. Главное — найти этот кусочек земли на берегу озера. Что это за эффект, я не знаю. Но ощущение, что под густой травой находится то ли болото, то ли вода, и мозг не может подобрать объяснений этому парадоксу. Единственное, что он может выдать — смех. Как в детстве, без причины. В общем, тут есть чем себя занять, пока вы ждете открытия Хантенгри. Признайтесь себе честно, каждый раз, когда вы думаете, куда бы отправиться в путешествие, что вам приходит на ум? Европа, Эмираты, Турция или океан? Да, я думал так же. Думал, что где-то там всегда лучше, чем у нас. Но поверьте мне, мы еще до конца не осознали, в какой невероятно прекрасной и загадочной стране мы живем. Но я верю и знаю, что через каких-то 5-10 лет наша страна станет одной из самых популярных туристических стран мира. Пусть это кажется фантастикой, но это все вполне реально. Мы часто в своей жизни откладываем поездки на потом, а потом просто не наступает. Иногда нужно просто поднять себя с дивана, сесть в автомобиль и отправиться в приключения по Казахстану. Мы в пути всего 36 часов, а уже столько успели повидать. И это значит, что каждые выходные вы можете открывать для себя что-то новое совсем рядом с вами. Внутренний туризм начинается там, где живут люди, не перестающие удивляться своей стране. Можно строить дороги, гостиницы, базы отдыха, но если казахстанцы не видят красоты рядом с собой, то все это тщетно. Наш туризм активно начал развиваться относительно недавно, и отнеситесь к нему как к ребенку, который делает первые шаги. Дайте ему шанс вас удивить, и не заметите, как будете без остановки повторять «Вау, Казахстан!». К счастью, Хантенгри сегодня нам не открылся. Я говорю счастью, потому что это будет еще одной причиной вернуться сюда вновь и увидеть Хантенгри со второго или с третьего, а даже и с четвертого раза. Неважно. Я все равно благодарен судьбе, природе за то, что она дала нам возможность лицезреть, насколько красивый наш
Казахстан, где можно сказать не один и не 10 раз слово «Вау».